Если продажи компании падают, и вы чувствуете, что в вашем бизнесе нужно что-то менять, то мы рекомендуем сделать маркетинговый аудит. Докажем на деле, как это работает. Мы проводим аудит маркетинга, и за эту услугу к нам обращалась стоматология «Азбука здоровья». Проблема компании была в том, что они вкладывали деньги в рекламу, но клиентов у них было мало. Аудит показал, что в качестве основного инструмента они использовали наружную рекламу. В районе, где находилась клиника, они установили большой баннер. Мы предложили свою стратегию продвижения, рекомендовали сделать упор на интернет-рекламу, также установили колл-трекинг. При этом баннер пока оставили. На каждый канал был выделен один номер телефона. В результате оказалось, что было всего 2 звонка с номера, указанного на баннере, и 150 из различных каналов в интернете. Аудит помог определить неэффективный рекламный канал и затем перераспределить бюджет. Аудит маркетинга – это полный анализ вашей компании, ее стратегии, целей и перспектив. Обычно он включает в себя проверку эффективности существующей рекламной стратегии, проверку конкурентоспособности компании, а также определение ее основных преимуществ перед бизнес-противниками, а также поиск ошибок, тормозящих компанию, и ее новых возможностей в развитии. Аудит поможет понять, где кроются проблемы вашего бизнеса и как правильно выстраивать отношения с вашими клиентами. Он делается в несколько этапов. Прежде всего мы запрашиваем информацию у клиента. Нам важно знать, какое УТП его продукта, какая целевая аудитория, кто основные конкуренты и какие он видит цели и перспективы у товара. Далее мы запрашиваем доступ к метрике, CRM, колл-трекингу и другим системам аналитики. Чем больше мы сможем собрать информации, тем качественнее будет аудит. Далее мы проводим анализ рынка. Нам важно понимать его состояние, динамику развития, а также возможности и риски. Для этого мы собираем и анализируем статистические данные, смотрим отчеты и проводим интервью с экспертами. С помощью этой информации мы получаем стратегию конкурентной борьбы, планы выхода на новые рынки, а также получаем полную сводку по конкурентам и потребителям. Затем мы проводим анализ целевой аудитории. Нам важно понимать, чего именно хочет наш клиент. Мы собираем всю статистику, проводим социологические исследования, а также анкетирование. Анализ потребителей показывает, какие интересы у наших потенциальных клиентов, предпочтения, чего они ждут от товара или услуги. Это поможет нам скорректировать в будущем маркетинговую стратегию и выстроить ее наилучшим образом. Далее нам необходимо понять, кто наши конкуренты и что они предлагают. Мы изучаем их ценовую политику, маркетинговую стратегию, каналы, которые они используют, и позиционирование. На основе опыта ваших бизнес-противников мы можем понять, какие инструменты работают хуже и какие лучше, и не совершать их ошибок. Далее мы приступаем к разработке маркетинговой стратегии. Именно она поможет нам укрепиться в нише, обогнать конкурентов и привлечь своих клиентов. При аудите маркетинга необходимо обращать внимание на микроконверсии. Микроконверсии – это небольшие действия клиента на сайте, которые могут привести его к покупке. Анализируя их, мы можем точно понять, на каком этапе компания теряет своих клиентов. Это может быть неудобная корзина, неудобная структура сайта или даже не тот цвет кнопки. Опираясь на подготовленный анализ, мы помогаем решать существующие проблемы в компаниях, а также в новой маркетинговой стратегии прописываем наилучшие варианты развития маркетинга и бизнеса в целом. Например, выделяем наиболее эффективные рекламные каналы, источники трафика, а также даем рекомендации по построению отдела продаж. Структура аудита должна разрабатываться в зависимости от управления маркетингом компании. Его можно разделить на 4 этапа. На первом этапе разрабатывается корпоративная стратегия. Проводится анализ компании, определяется ее философия и миссия, позиционирование, а также ставятся цели, которых нужно будет достичь. На втором этапе создается конкурентная стратегия. Здесь мы описываем, как компания ведет себя в конкурентной среде и как позиционирует себя на рынке. На третьем этапе разрабатывается функциональная стратегия. Здесь определяются, как будут распределены ресурсы компании, а также целевая аудитория. Четвертый этап иначе называется операционная стратегия маркетинга. На данном этапе определяются основные каналы и план их использования. Каждый этап связан с другими и представляет собой комплекс мероприятий по достижению цели. Это значит, что при разработке плана для нижних уровней необходимо учитывать все идеи, разработанные на верхних уровнях. Аудит маркетинга позволяет оценить текущее состояние компании, а также разработать наилучшую стратегию улучшения бизнеса и маркетинга в целом. Во время аудита мы оцениваем перспективы развития рынка, чтобы в дальнейшем компания избежала дисбаланса и потери ресурсов. На данный момент мы провели уже более 50 маркетинговых аудитов. Обращайтесь за аудитом маркетинга, если чувствуете, что ваш бизнес перестал развиваться, и мы вам поможем.